Мы гордимся своими небоскребами и лазерными уровнями. Но что если я скажу вам, что 5000 лет назад на этой планете работали технологии, которые мы не сможем воспроизвести даже через 100 лет? Вес в 1000 тонн. Идеальные срезы в граните и логистика, нарушающая законы физики. Это не просто камни. Это фундаменты, оставленные теми, кого шумеры называли аннунаками. Сегодня мы разберем 5 объектов, которые доказывают, мы не самая развитая цивилизация в истории Земли. Вы готовы увидеть то, что официально считается невозможным? В Ливанских горах, в древней каменоломне Бальбека, лежит объект, который официально не должен существовать. Это Хаджар Аль-Хубла, или Южный камень. Его вес около 1000 тонн. Но это лишь верхушка айсберга. В 2014 году под ним обнаружили еще один блок весом 1650 тонн. Чтобы вы понимали масштаб, это вес 3 полностью загруженных самолетов Airbus A380. Для современной инженерии такой объект – это вызов. Самый мощный гусеничный кран в мире, Liebherr LR13000, способен поднять такой груз, но только в идеальных условиях завода. Но у древних строителей анунаков не было железобетонных дорог. Под таким весом обычный грунт превращается в жидкость, а любые деревянные катки мгновенно рассыпаются в пыль. Присмотритесь к поверхности блока. Археологи говорят о медных долотах, но инженеры видят другое. На монолите остались следы, напоминающие работу гигантской фрезы. Параллельность линий указывает на механическую обработку с постоянным давлением. Никакая толпа рабов с молотками не создаст идеально ровную плоскость длиной 20 метров. Блок бросили в процессе работы, словно на заводе богов внезапно прозвучал сигнал к эвакуации. Целью этой добычи была великая терраса в 800 метрах. Но как доставить туда объект, который невозможно даже сдвинуть современными тягачами? Ответ кроется в технологиях, которые мы до сих пор не можем расшифровать. Если Южный камень – это заготовка, то основание храма Юпитера – это готовые изделия. В его стену встроены 3 блока, трилитон, каждый по 800 тонн. Они подняты на высоту 7 метров и подогнаны так, что между ними не пройдет лезвие бритвы. Официальная история приписывает это римлянам. Но вот неувязка. Римские краны имели грузоподъемность максимум 10 тонн. Поднять 800 тонн на высоту 3-го этажа для Рима было так же невозможно, как для нас сегодня построить колонию на Марсе за неделю. Зачем такая концентрация массы? В инженерии такие основания нужны только для одного – гашения вибраций и температурных нагрузок. Это космопорт. Только блоки-гиганты могли выдержать давление и жар реактивных двигателей, не сместившись ни на миллиметр. На камнях видны следы витрификации, оплавления известняка в стекло под воздействием сверхвысоких температур. Это не пожар, это направленный термический удар. Мы смотрим на эти камни и понимаем, за 1000 лет до нас здесь работали те, кто управлял материей на уровне, который нам недоступен даже в чертежах. Но если Баальбек поражает массой, то наш следующий объект заставляет сомневаться в реальности самого пространства. Представьте гору, из которой вырезали все лишнее, создав храм сверху вниз. 400 тысяч тонн скалы без единой ошибки. Мы отправляемся в Индию, к храму Кайласа, который невозможно построить даже сегодня. В штате Махараштра находится объект, который ставит в тупик любого современного архитектора. Храм Кайласа в Эллоре не был построен из блоков. Его вырезали из цельной базальтовой скалы. Представьте себе огромный монолитный холм, из которого сверху вниз начали убирать все лишнее, пока не проявился гигантский многоэтажный храм с колоннами, залами и тончайшей резьбой. Официальная история гласит, что храм возвели в 8 веке. Но вот цифры, которые рушат эту теорию. В процессе строительства из скалы было извлечено около 400 тысяч тонн твердейшего базальта. Чтобы сделать это за 18 лет, рабочим пришлось бы извлекать по 60 тонн камня в день, круглосуточно, без выходных и без перерывов на сон. Но главная загадка не в скорости, а в методе.
Когда вы строите из кирпича, вы можете исправить ошибку. В храме Кайласа ошибки исключены. Если мастер отколол лишний кусок на глубине 30 метров, все здание испорчено. Здесь нет швов, нет склеек. Это единый кусок камня. Как анунаки видели сквозь камень? Как они рассчитывали нагрузку на нижние ярусы, когда те еще были скрыты в толще базальта? Если вы вырыли котлован под дом, у вас останутся горы земли. Но куда делись 400 тысяч тонн базальта из Иллоры? В радиусе десятков километров нет ни насыпей, ни дорог из этого камня. Базальт просто исчез. Это наводит на мысль о технологиях дематериализации. На стенах Кайласа мы видим следы, которые выглядят так, будто камень резали как теплый воск. Звуковые частоты, направленная плазма. Зачем анунакам понадобился такой объект именно здесь? Весь храм ориентирован по сторонам света с идеальной точностью. Если смотреть на план сверху, он подозрительно напоминает микросхему или гигантский резонатор. Мы смотрим не на храм, мы смотрим на гигантский прибор, высеченный в вечности, который сегодня мы принимаем за объект культа. Но если в Индии анунаки вырезали камень, то в Египте они превратили его в источник энергии. Что если пирамиды – это не гробницы, а гигантские машины? Великая пирамида Гизы. 2 300 000 каменных блоков, подогнанных с точностью до долей миллиметра. Но главная тайна не в кладке, а в ее расположении. Пирамида ориентирована на истинный север с погрешностью всего в 0,3 градуса. Чтобы добиться такой точности сегодня, нам нужны спутники и лазерные теодолиты. Как анунаки достигли этого 5000 лет назад, работая с глыбами весом до 80 тонн. Более того, пирамида – это не четырехгранная фигура. Ее грани слегка вогнуты внутрь. Эта вогнутость превращает все сооружение в гигантскую антенну или линзу. Весь массив известняка работает как пьезоэлектрический резонатор. Пирамида буквально дышит вместе с планетой, улавливая вибрации Земли и преобразуя их в низкочастотный звук. Физики доказали, пирамида способна концентрировать электромагнитную энергию. Это сооружение, которое невозможно построить и через 100 лет, потому что мы до сих пор не умеем возводить объекты такого объема, которые одновременно являются сверхточными приборами. В самом сердце пирамиды находится камера царя. Красный гранит, который на четверть состоит из кристаллов кварца. Идеальный проводник. Потолок камеры – это балки весом по 70 тонн каждая. Зачем такая сложность? В камере стоит пустой саркофаг, который никогда не видел мумий. Его поверхность обработана трубчатыми сверлами, скорость которых в 50 раз выше, чем у современных алмазных коронок. Здесь находилось энергетическое ядро. Система шахт – это не вентиляция, это волноводы. Если подать нужную частоту, блоки начинают вибрировать, создавая колоссальное напряжение. Анунаки создали бестопливную электростанцию. Для тех, кто спустился с небес, это был гигантский пауэрбэнк, питавший их технологии по всему миру. Это машина, которую мы боимся признать машиной, потому что не понимаем ее топлива. Пирамиды Египта кажутся вершиной мастерства, пока вы не увидите стены, которые выжили там, где рассыпался современный бетон. Как превратить 100-тонные камни в мягкий пластилин и собрать из них пазл, который не берет даже землетрясение? Мы отправляемся в Перу, к стенам Саксайоамана. Высоко в Андах, над Куско, возвышается Саксайоаман. Но слово «крепость» здесь неуместно. Это инженерный триумф. Перед вами 3 зигзагообразные стены, сложенные из гигантских блоков известняка. Самый крупный из них весит более 350 тонн, 9 метров в высоту. Главная загадка – это полигональная кладка. У каждого камня десятки граней, выступов и пазов. Они стыкуются так, что между ними не проходит даже лист папируса. Это кошмар для современного строителя. Чтобы состыковать блоки по криволинейной траектории сегодня, нам нужны мощнейшие манипуляторы и компьютерное моделирование. Но анунаки делали это с легкостью, собирая стены как детали конструктора Лего. Присмотритесь. Кажется, что камни были мягкими, как пластилин.
На поверхностях видны вмятины, напоминающие отпечатки пальцев или следы от захватов. Традиционная археология говорит о притирке камней песком и веревками. Серьезно? Попробуйте притереть вручную глыбу весом с 5 вагонов метро. Это физически невозможно. Ануннаки использовали ультразвук или химию, превращая холодный камень в податливую массу. Зачем такая сложность? Ответ кроется в геологии. Анды – зона катастрофических землетрясений. Стены Саксайоамана стоят тысячи лет, не шелохнувшись, потому что они – живой организм. При толчках блоки не сопротивляются. Они начинают вибрировать и слегка смещаться в своих пазах, гася разрушительную силу Земли. Это антисейсмическая технология будущего, которую мы только пытаемся внедрить в небоскребы. Но есть и другая сторона. Сверху эти зигзаги напоминают не вал, а волновод или антенную решетку. Исследователи находят здесь участки с измененным магнитным полем и следы витрификации, превращения камня в стекло. Саксайоаман был частью глобальной сети планетарной защиты. Неубиваемый щит, интегрированный в саму кору планеты. Мы разучились работать с камнем как с живым веществом, а ануннаки нет. Мы отправляемся в Пума-Пунку, место, где ануннаки оставили свои чертежи в камне. На высоте почти 4000 метров над уровнем моря лежат руины Пума-Пунку. Это не храм и не дворец. Для любого инженера это выглядит как сборочный цех. Главная деталь здесь – знаменитые H-блоки. Десятки идентичных плит из твердейшего андезита, вырезанных с точностью до миллиметра. Они стыкуются, как детали конструктора Лего. В них прорезаны пазы и внутренние углы, которые невозможно выполнить без современного станка с ЧПУ. Попробуйте вырезать прямой угол в камне, который по твердости уступает лишь алмазу, используя медное долото. У вас ничего не выйдет, инструмент просто сотрется. Но в Пума-Пунку тысячи таких углов, и они идеально ровные. Это не искусство, это массовое производство, типовые детали. В пазы закладывались металлические стяжки, сложный сплав меди, мышьяка и никеля. Мы видим заводскую штамповку в камне, которую мы не сможем воспроизвести в таком масштабе даже через 100 лет. Вторая загадка – поверхность. Она ощущается как полированное стекло, но под микроскопом видны бороздки, характерные для высокоскоростного режущего инструмента. Это не ручная шлифовка, это след от фрезы на огромных оборотах. Прямые отверстия глубиной в десятки сантиметров, ровные желоба шириной в 1 сантиметр. Это выглядит как панель для крепления электроники или гидравлических линий. Пума-Пунку – это свидетельство того, что ануннаки использовали Землю как огромную производственную базу. Они не просто строили, они конструировали. Весь комплекс был разрушен мощнейшим ударом, разбросавшим 100-тонные плиты на сотни метров. Машины, уровень которых мы только начинаем осознавать. Мы разобрали 5 объектов – Баальбек, Кайласа, пирамиды, Саксайоаман и Пума-Пунку. Каждая техническая аномалия. Вместе они складываются в единую картину. На нашей планете существовала цивилизация, для которой камень был лишь податливым материалом. Они не строили храмы, они строили инфраструктуру. И пока мы ищем ответы в мифах, их чертежи, высеченные в граните, продолжают ждать того, кто сможет их прочесть. Но что, если эти постройки не просто прошлое? Что, если они все еще активны и ждут сигнала от своих создателей? В следующий раз мы разберем, какие из этих объектов начали проявлять странную активность в последние годы. Подписывайтесь на Science Spark, чтобы не пропустить правду, которую скрывали тысячи лет.